Безумно богатые казахи. Роскошь на грани нищеты. В Казахстане проживают 58 тысяч долларовых миллионеров. 5% самых богатых людей здесь получают столько же, сколько 50% самых бедных. Как думаете, сколько денег нужно, чтобы попасть в список самых богатых людей Казахстана? 10 миллионов долларов? 50? Ошибаетесь. Минимальный порог 170 миллионов долларов. Для сравнения, средний доход казахстанца 390 тысяч тенге, примерно 800 долларов. И знаете, такую сумму бизнесмен из списка Forbes зарабатывает за несколько секунд. Назарбаев говорит, что минимум человека должен зарплата быть 500 тысяч тенге. А он так ляпнул, а все те же зарплаты стоят 60 тысяч. И пропасть между ними увеличивается. Қатты қиналып жатқан халықтар бар. Мысалы, нанға зар болып жатқан адамдар бар. Ты смотришь на дорогие машины и пентхаусы и не понимаешь, как они могут себе это позволить, когда твоя зарплата улетает за один поход в супермаркет. Как так вышло, что одни живут, не считая деньги, а другие вынуждены выживать? Сегодня разбираем, как устроено экономическое неравенство в Казахстане, почему богатые богатеют, а бедные беднеют, и что с этим можно сделать. Подписывайся на канал, давай разберемся вместе. Почему разрыв между богатыми и бедными растет? По данным Комитета по статистике Казахстана, в 2023 году разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения достиг 20-кратного размера. В 2024 году уровень бедности в Казахстане достиг 5,1%, а в некоторых регионах выше 10%. Это значит, что свыше 1 миллиона человек живут на грани выживания, богатства которого не видно. Топ-5 богатейших бизнесменов Казахстана владеет свыше 50% национального богатства. В 2024 году состояние казахстанских миллиардеров выросло на 30%, а зарплаты в среднем на 6%. В среднем бизнесмены Казахстана богатеют в 5 раз быстрее, чем остальные люди. Но если богатые в Казахстане становятся еще богаче, значит ли это, что экономика растет? Нет. Деньги концентрируются у элиты, но не перераспределяются в экономику страны. В Казахстане нет закона, обязывающего миллиардеров инвестировать в локальную экономику. Бизнесмены выводят деньги в офшоры или покупают недвижимость за границей. Реальная средняя зарплата в Казахстане стагнирует, а инфляция все съедает. Богатые Казахстана, кто же они? Давайте сразу к цифрам. Forbes публикует список 75 самых богатых людей страны. И вот что важно, совокупное состояние этих людей 55,5 миллиардов долларов. В 2023 году было 49,1 миллиардов долларов, то есть за год богатые стали богаче на 6,4 миллиарда долларов. Топ-3 самых богатых казахстанцев 2024 года. На первом месте Вячеслав Ким и Михаил Ламтадзе, основатели Kaspi.kz. Их состояние 7,7 миллиард долларов. Каспи банк – это банк, который не подключается к NFC, то есть бесконтактным платежам, и все оплаты принимают через QR-коды и переводы. Всех подсаживает на Каспи Ред, Каспи Жума. Это беспроцентные рассрочки, кредиты на 24 месяца, кредиты онлайн за 1 минуту. Там и продукты можно заказать, можно и крема, и сантехника вызвать. На втором месте Владимир Ким, Kaz Minerals, медь, серебро, золото, цинк. Состояние 5,6 миллиардов долларов. На третьем месте Динара и Тимур Кулибаевы. У них разные активы, а состояние 5,4 миллиард долларов. Знаете, что состояние одного только Вячеслава Кима, основателя Каспи банка, превышает весь годовой бюджет на образование Казахстана? Но если богатые в Казахстане продолжают накапливать капитал, что же происходит с обычными людьми? Когда я в ролике про современное рабство озвучивала среднюю зарплату в Казахстане, мне писали в комментариях: в Казахстане нет средней зарплаты 390 тысяч тенге, средняя ЗП 200 тысяч тенге. А давайте-ка
с вами посчитаем, можно ли выжить на такую сумму в Алмате. Открываем Numbeo. Это крупнейшая в мире база данных о стоимости и качестве жизни во всех странах мира. И по данным Numbeo, в среднем для 7 из 4 человек на жизнь в Алмате нужно почти 977 тысяч тенге, почти 200 тысяч рублей в месяц, не считая аренду. Одному человеку в месяц необходимо 270 тысяч тенге. Это примерно 50 тысяч рублей, не включая аренду. А знаете, что самое дешевое арендное жилье в Алмате, где ты сразу почувствуешь, что это не 21 век, а будто бы Советский Союз, примерно стоит 215 тысяч тенге. Это где-то 43 тысяч рублей за аренду в месяц, не включая комуслуги. Снимать квартиру где-то вдали от центра подешевле можно, но будет нереально добираться в офис на работу, ибо метро в Алматы — это буква «Г», а общественный транспорт выглядит вот так. А еще вы знали, что казахстанцы тратят 49,4%, почти 50% своей зарплаты просто на еду. Наравне, знаете, с какими странами? Анголой, Лаос, Бангладеш, Кения, Мьянма и на последнем месте Нигерия. В то время как в России на еду тратят всего 29%. Не знаю, насколько это достоверная статистика, пишите в комментариях. Мало того, что у простого народа зарплаты еле хватают на жизнь, так еще продукты в Алмате дорогие, а общественный транспорт вообще неудобен для тех, кто хоть как-то живет вдали города, не в центре. По своему опыту знаю, когда в 22 году решила съехать от родителей, просто потому что на работу в офис у меня уходило по 3 часа в день, и мои 350 тысяч, это примерно 70 тысяч рублей в месяц, уходили просто за аренду комнаты и еду, ну и здоровье, все. И тогда самое жесткое это было, когда я видела свою начальницу, что она в офис приходила в новых лоферах Прада, очки Шанель, покупала это все в Ессентае и обедала в Лайнбрю с стейком и вином. Это почувствуй себя, ну, не просто бедным, почувствуй себя просто муравейчиком. Это как еще показать сотруднику, насколько он чмо и лох? Я не понимаю, чем она руководствовалась. Возможно, замотивировать меня тем, что вот она тоже была никем, и вот выбралась из грязи в князи, стала такой богатой, что если я буду пахать еще больше, также заработаю и также буду в этих брендовых вещах ходить. Когда я просто выпрашивала, ну сделайте, блин, мне зарплату не 850, а 1000 долларов. Казахская пословица гласит: «Тох бала аш бала миной намайда». Сытый голодному не друг. Тут я и не спорю. Кушать нечего, даже стыдно просить. Эти гетто существующие, по факту это гетто. Я сам из таких трущоб. Такое жилье нужно запретить сдавать наем. Они не планируют свою жизнь, а за это расплачиваются дети. А давайте еще поговорим про менталитет бедности и реальность. По данным Финпрома, 90% казахстанцев не имеют сбережений на случай ЧП. Подушка безопасности – это роскошь. Люди живут от зарплаты до зарплаты, берут кредиты для того, чтобы покрывать кредиты, и все вещи, все продукты, даже лекарства можно заказать в рассрочку. И это замкнутый круг. А еще у многих есть убеждение: нам никогда не платили много. И мы привыкли, одна из самых распространенных фраз. Это и есть психология бедности. Главное стабильность, а не доход. Богатые воры, честно много не заработаешь. Лучше копить, чем инвестировать. Мошенники они. Но в чем реальная проблема? Финансовая грамотность или просто нет условий для роста? Если ты родился в семье со средним доходом, сколько тебе нужно работать, чтобы стать богатым? Как ты думаешь? Средний казахстанец копит на квартиру 10-15 лет. Богатый человек покупает за одну сделку и сдает аренду, увеличивая свой капитал. Если бедный человек болеет, он ждет очереди в бесплатную больницу, а там кошмар, там бабки тебя просто съедят, по башке ударят, и ты там просто умрешь. А если богатый болеет, он летит в Южную Корею или Германию на лечение. Если бедный хочет учить ребенка
выбирают госшколу или колледж. И не дай бог ребенок завалит ЕНТ и не поступит на грант. Это трагедия для всей семьи. И из-за этого все школьники испытывают стресс и давление, потому что им всем нужно поступить на грант, обучаться на бюджетке, получать хоть какую-то стипендию, чтобы не быть обузой для своей семьи. Поэтому и в Казахстане такой большой процент суицидов среди именно школьников, старшеклассников, подростков. А если богатый думает про образование ребенка, он просто отправляет детей учиться в Америку либо в Англию. Знаю по своему опыту, последние 8 лет так и обслуживала таких людей. 5-10% населения, которые могут спокойно позволить оплачивать $82 тысячи в год. А 17,1% населения Казахстана живет за чертой бедности. Это официальные данные, но по факту цифры могут быть намного больше. Источники еще пишут то, что в Астане уровень бедности вырос на 30% за последние 5 лет. Я про регионы молчу. Я просто туда не лечу. Я не могу представить, как люди, помимо Алматы и Астаны, живут. Мне кажется, там просто... А минимальный прожиточный минимум – это 85 тысяч тенге, 17 тысяч рублей. Мы уже с вами посчитали, сколько реально нужно денег, чтобы прожить. На 85 тысяч тенге ты не проживешь. В Алмате уж точно. Оно и не покроет даже часть расходов на аренду, продукты, либо транспорт. А опросы показывают, что 47% казахстанцев не могут накопить даже 500 тысяч тенге, $1000 на случай форс-мажора. И что делают? Правильно, берут кредиты, чтобы покрывать другой кредит, и влезают в финансовую яму. Всю жизнь я наблюдала, как родственники, друзья, знакомые отца вечно у него просят деньги в долг. Даже у меня просили, звонят, либо пишут: Раушана, одолжи 300 тысяч тенге, кредит покрою, потом верну. өмір ғой. Күн көреріміз. Құйрығы жоқ, жалы жоқ. Құлағын қайтып күн көрер. Если, допустим, у вас такая же ситуация, и вы злитесь, почему люди такие финансово неграмотные, не умеют правильно распоряжаться деньгами, не стремятся к увеличению дохода и так далее, а там какие-нибудь осознанные леди говорят: ты не дышишь маткой, нужно практиковать денежные медитации, у тебя просто финансовые блоки, попробуй это хилинг, ченнелинг и еще какой-нибудь там бред. Но факт остается фактом. Казахстанцы беднеют, а богачи продолжают богатеть. И вот почему разрыв между богатыми и бедными только растет. Первое, из-за роста цен и низких зарплат. Цены растут быстрее, чем зарплаты. За 2023 год реальные доходы населения упали на 9%. А еще рынок труда, он сломан. Компании требуют опыта, но не готовы платить достойную зарплату. Второе, монополии и привилегии. Тот же самый Каспий банк, на котором зарабатывает Вячеслав Ким, монополизировал рынок платежей. А большинство богатых Казахстана – это владельцы государственных ресурсов и бывшие чиновники. Третье – кредиты и ипотека. Огромный рост кредитной нагрузки. Каждый второй казахстанец имеет кредит. Люди буквально работают, чтобы платить банкам, не имея возможности накопить капитал. Все это создает замкнутый круг бедности, когда человеку сложно выбраться, если он уже живет от зарплаты до зарплаты. Но есть ли выход? Честно, я не знаю. Я могу сейчас тут вам говорить: все дело в силе воли, лишь бы захотеть. Если вы будете учить английский, будете делать то, это очень сложно. Это реально очень сложно вырваться из системы, если ты наемный сотрудник, работаешь в офисе, считаешь каждую копейку, думаешь про аренду, еду. Да даже когда ты просто думаешь, чтобы пожрать, у тебя мозги не могут
подумать о чем-то другом, выучить какой-нибудь новый навык, поискать новую работу, может, какой-нибудь заработок, может, вообще куда-нибудь за рубеж попробовать уехать. Нет, ты не можешь покрыть свои базовые расходы, поэтому ты не можешь о чем-то еще думать. Но я все еще в глубине души надеюсь, то, что в Казахстане и вообще в Средней Азии, в постсоветских странах появится наконец-то средний класс. Потому что я лично себя богатой не считаю. Бедной тоже не считаю, но и средним классом я себя не считаю. Я не могу в один момент просто купить авиабилеты и куда-нибудь съездить отдыхать, либо какую-нибудь брендовую сумочку, либо что-либо купить, что не вписано в мой месячный бюджет. Просто сейчас радуешься тому, что у тебя нету никаких рассрочек, кредитов, долгов, что у тебя есть хотя бы там 2 источника дохода, и что хоть какие-то сбережения есть, и ты радуешься, но я не могу назвать это средним классом. Поэтому мы с вами должны сконцентрироваться на финансовой грамотности. Казахстанцы тратят до 8-10% доходов на еду и коммуналку, не задумываясь о накоплениях. Нужно изучать инвестиции, чтобы деньги работали на тебя, а не ты на деньги. Но прежде чем задумываться об инвестициях, нужно все-таки постараться закрыть кредиты, все эти рассрочки. Второе, вести учет расходов, записывать все свои нужные и ненужные расходы, использовать методы конвертов. И четвертое, хотя бы с зарплаты хоть какой-то процент откладывать на сберегательный счет, чтобы у вас хотя бы было $1000 сбережений. И потом уже на 5-м уровне начать думать насчет источника дополнительного дохода, либо менять работу на более высокооплачиваемую, либо еще начинать инвестировать. Но самое уже на вот этих уровнях хотя бы надо подумать. Второе, выбор профессий с высоким доходом. Есть профессии с высокой зарплатой: IT, маркетинг, финансы, медицина. Нужно выходить также на международный рынок, учить английский, потому что в западном рынке вы можете в 3-4 раза больше зарабатывать, если вы знаете английский язык и у вас есть высокодоходные навыки. Поэтому я каждому студенту, который из обычных семей на образовательных выставках, когда ко мне приходили, я говорила: зачем вам бизнес-менеджмент? Ну, зачем бизнес-менеджмент, международные отношения? Зачем эти все какие-то непонятные гуманитарные науки? IT, пожалуйста, IT, инженерия, может, архитектура, те специальности, на которых после вы сможете устроиться на нормальную работу, хотя бы зарубежную компанию, и будете зарабатывать выше рынка. Но в школе же не учат это. Самое главное, все, поступи любой ценой на грант. Диплом получают, эти красные, синие дипломы. Потом опять работают офис-менеджерами, колл-центр и вообще работают непонятно кем. Мне кажется, финансовую грамотность уже надо учить в школах. В частных школах этому уже учат. А в государственных, ты просто зубришь эту математику, косинусы, синусы, котангенсы. Мне это нафиг не понадобилось, хотя мне уже 30 лет. Третье, нужно отказаться от потребления в кредит. iPhone в кредит – нет, это путь в бедность. Я видела школьников, студентов, которые покупают айфоны, последнюю версию айфона в кредит. Нафига? У тебя нету этого ляма $2500. Нафига тебе покупать iPhone 16 Pro Max еще с 1 терабайт памятью? Зачем? Зачем? У твоей семьи есть такие возможности купить этот iPhone? Но нет, люди стесняются того, что кто-то подумает о них, что они бедные. Лучше быть и выглядеть бомжом, но зато иметь хотя бы эти самые $2500 сбережений и 0 кредита. Деньги должны работать, а не умирать в ежемесячных платежах банку. Меня что-то разбомбило. Вы можете чекнуть мой телеграм-канал. Так, давайте подытожим этот ролик. Почему богатые богатеют, а бедные беднеют? Потому что богатые знают, как работает система и используют ее в свою пользу, а бедные играют по чужим правилам. Но что делать? Мы можем сколько угодно быковать на капитализм, но нужно
чтобы вы в комментариях начали писать, как из этого выбраться. Нам с вами надо развивать новые навыки, чтобы выходить на рынок с высокими зарплатами, не вестись на кредиты и потребление ради статуса, искать возможности для роста, а не жаловаться на систему. Как вы думаете, что бы изменило ситуацию в Казахстане? Налог на роскошь, прозрачные зарплаты и контракты, поддержка среднего класса, которого у нас нет. И скажи, а ты веришь, что в постсоветской стране можно вырваться из бедности? Или это просто иллюзия? Пиши в комментариях. Давай обсуждать. И финальный вопрос. Идеалы или реальность? Что ты уже выбрал?